Слушайте передачи «Радио Точки» со своих мобильных телефонов. Доступно в подкастах iTunes и на платформе Android. Глазами иностранца. Я приветствую всех, кто сейчас слушает радиостанцию «Радио Точка». Это программа о жизни в Казахстане «Глазами иностранца». Меня зовут Ботагоз Сейдахметова, и у меня сегодня в гостях американский режиссер документального кино Лиза Олкен. Лиза, добрый день. Hello, Лиза. Hello. Лиза работает в компании Rocky Mountain PBS в Денвере, это штат Колорадо. В Казахстан приехала для участия в Центральноазиатском фестивале американского документального кино. В рамках мероприятия Лиза уже успела побывать в разных частях нашей страны, была в Костанае, в Караганде, в Астане, в Алматы, а сегодня вот вернулась в Шымкент, вот буквально с аэропорта. Как режиссер Лиза привезла с собой фильм «Урбанизация». Этот фильм стал обладателем награды Regional Heartland Emmy Award наряду с другими конкурсными фильмами об американских индейцах, о культуре и искусстве Запада. Среди достижений Лизы Олкен 27 региональных наград Эмми, 3 награды Sign Golden Eagles и 2 награды Western Heritage Wrangles. Самая высокая награда для произведений искусства, посвященных культуре американского Запада. Немножко расскажу о фильме. «Урбанизация» – это документальное свидетельство добровольного переселения коренных американцев, многие из которых по своей природе кочевники, из резерваций в современные города. Кроме того, Лиза выпускает еженедельный цикл программ, посвященных культуре и искусству, называется «Край искусства», а также создала свою веб-серию об антикварных вещах и предметах коллекционирования старинной Колорадо. Еще раз добрый день. Good afternoon, Lisa. Какие у вас впечатления остались о Шымкенте? What are your first impressions about Shymkent? I loved Shymkent. It was a lovely city. It was warmer than my previous 3 cities before that. Mm-hmm. And I had the most fun at Maras University, American Corner. And the films, we talked to the film students at another university too. Mm-hmm. And it was wonderful. Very articulate, educated students, very good questions, thought-provoking, very smart people. It was such a pleasure to share stories with one another. Mm-hmm. Мне очень понравился визит в Шымкент, там было очень тепло, намного теплее, чем в предыдущих 3 городах, где я была в Северном Казахстане. И у нас были встречи со студентами университета Мирас, встречи в Южно-Казахстанском университете, в американском уголке. И все студенты были очень интересные, задавали интересные вопросы, открытые вопросы, и мне очень понравились люди там. Лиза, до сих пор вот я лично видела приключенческие романтические фильмы про индейцев по произведениям Фенемора Купера. А насколько в Америке популярен именно жанр документального кино? How popular is documentary in the United States? Documentaries are pretty popular in the U.S. Feature films, like most other countries, they rate number 1. Most people like fiction films. But documentaries are very popular. There's film festivals, and there's places to see documentaries, and everybody wants to be a director. Документальные фильмы, в принципе, популярны. Конечно, люди любят ходить на художественные фильмы, на экшн-фильмы, но при этом документальные фильмы все равно пользуются популярностью. Есть фестивали для документальных фильмов, и режиссеры, многие хотят быть режиссерами документальных фильмов, снимать документальное кино. А кто платит за все это? Потому что я знаю, что все-таки кино – это достаточно дорогое удовольствие. And who is paying for that? Because cinematography is quite expensive. Yes, cinematography is expensive, but documentaries are paid in many different ways. Some people fund their own documentaries. They raise money themselves. Other places, such as some commercial broadcasters, will pay production companies to make documentaries for them. Other places, such as television stations, they will make documentaries also. Nonfiction is very popular in the U.S. Да, конечно, деньги приходится находить, или режиссеры находят деньги сами, вкладываются, или находят средства каким-то образом, занимаются фандрейзингом, или же многие компании, телевизионные компании заказывают продюсерским компаниям фильмы и платят за это, за то, чтобы потом в дальнейшем этот фильм был у них на телеканале.
Документальный фильм. Ну, все, кто у нас здесь в Алмате, во всяком случае, посмотрели фестивальные фильмы, отметили, что действительно можно сделать много параллелей между жизнью индейцев и казахов, потому что мы оба кочевые народы, какие-то традиции имеем практически общие. Как сейчас, ну, насколько я знаю, что все-таки индейцев, у них судьба не очень завидная, и современные индейские резервации, они отличаются там огромным количеством проблем. Как, по вашему взгляду, урбанизация все-таки сказалась на индейцах, и как сейчас живут индейцы в современном? There are a lot of similarities, and people who have seen the movie saw some similarities between Native Americans and Kazakh people. And how is the life changed after urbanization, and what you could say about their current life? Mm-hmm. Native Americans, for the most part, have benefited from moving to cities, from urbanization. They have many more opportunities than they had on the reservations, where there is a lot of poverty. Now, today, they can walk between both worlds. They can go to the city, they can go to the reservation, and they are comfortable in both places. Mm-hmm. So it has benefited them greatly. Большинство американских индейцев, конечно, получили очень много после этого переселения, то есть у них открылся доступ в города, они получили образование, и ну, это все зависит от человека. Но, в принципе, у них сейчас есть выбор, многие возвращались в резервации, многие оставались в городах, или же сейчас они живут на два мира, ездят в резервации и при этом живут в городе. Вы заметили вообще какой-то вот, можете сравнить, допустим, казахов и индейцев вот сейчас, после посещения Казахстана? Can you compare Kazakhs and Native Americans now after being in Kazakhstan? I can compare them in terms of some of them look like people I know. Some Kazakhs look like Native Americans that I know. I also have heard from many people that there is a conflict, a struggle with keeping the culture that you came from and moving into the city. Many people have spoken about that. So I think that's also another similarity. Да, конечно, и внешнее сходство я вижу. Некоторые люди похожи на тех же коренных американцев, которых я знаю по внешним сходствам. Кроме этого, я очень много слышала от людей, что те, кто переезжает в города, частично теряют свою культуру, и это то же самое же случалось с американскими индейцами. Лиз, вы побывали и на севере, и на юге. Действительно, кроме температуры, можете сравнить примерно, вот, чем отличаются наши города, чем отличается, например, Костанай, потом мы были в Караганде, в Астане. Вот, может быть, люди разные. Вот со стороны, вот свежим глазом, как это выглядит? You had been in northern part of Kazakhstan, in southern part of Kazakhstan. You had been in 5 cities. What you, as an outsider, with your fresh eye, could say that what are the differences on your perspective between people, between cultures of those cities? Oh, that's a difficult question. I would say that some of the cities have more Soviet-style architecture. I do like art and architecture, and I notice that a lot. There is a great deal of metal work and iron work in all of the cities. I won't talk about the climate because we all know that it's a lot colder and windier up there. The people seem the same. They are so generous, so giving. We have met very wonderful people that have showed us such hospitality, such kindness, giving us traditional foods, dances, music. I would say I can't really compare the cities. I can only compare Kazakhstan to the U.S., and I very much like this country. Мне трудно сравнивать города. Конечно, понятно, что на севере более холоднее и ветрено. Кроме этого, какие-то города сохранили более советскую архитектуру. Я очень уделяю внимание искусству и архитектуре, потому что меня это интересует. Я, например, делала много снимков кованых ограждений, которые есть вокруг зданий. Мне это очень понравилось. Но что я могу сказать, что
что люди везде очень открыты, готовы давать, очень гостеприимны, нас принимали, кормили, даже какие-то танцы устраивали. Мне это очень понравилось, и в общем о Казахстане у меня очень хорошее впечатление. Все-таки немножко хотелось бы про разочарование поговорить, что в Казахстане, может быть, разочаровало, удивило, или хотелось бы, может быть, дать какой-то совет, как это исправить. Maybe there were some disappointments, maybe you didn't like something, or you could give an advice on what could be changed. Well, the first thing that comes to mind is I am not used to international travel, and I am not used to carrying my own toilet paper around. Yeah. That is very, very unusual and unsanitary. Но, к сожалению, не так часто езжу, наверное, за границу, и, может быть, у меня нет каких-то определенных привычек. В общем, я поняла, что нужно носить с собой туалетную бумагу. То есть в каких-то случаях нужно это при себе иметь. Да, к сожалению, это действительно так. Но успели здесь уже посетить что-то, кроме самого фестиваля? Может быть, Алмату посмотреть, в горы съездить? Have you been able to see Almaty, or have you been to the mountains? Have you seen some other places except the place where the festival was screened? I've seen several places. We have traveled throughout the park, Panavlov Park, and we went into Green Market, which was... Both places were, well, the park, there were many weddings taking place, or many brides and grooms walking through, and that was a really interesting experience to see their dress and the groups of people. And then in the Green Market, just to see all that fresh meat and fresh foods and vegetables, and I bought some honey because I'm obsessed with your honey. And I will travel to the mountains tomorrow. I went to Kativ Art Museum, which was fantastic. I really like art. And Church. And church. We went in the park. We went inside the church, and it was an unbelievable opportunity. They were having mass. They were having service. And the chanting, the singing, the choirs were so mesmerizing and meditative that me and my other filmmaker, who has gone back to the States, we just stood mesmerized in our tracks. We could not move. It was absolutely enthralling. Да, у меня была возможность здесь получить небольшой тур в Алмате. Мы ходили в парк 28 панфиловцев, зашли на базар. Мне очень понравился парк. На базаре я видела много фруктов, овощей, мяса, и я купила там мед, потому что я обожаю ваш мед. Очень было интересно посмотреть на все это. Кроме этого, мы зашли в музей Костеева. Я посмотрела картины, искусство, потому что я этим интересуюсь. Завтра я поеду на Медео. Кроме этого, я была в церкви, которая находится в парке 28 панфиловцев. Это был удивительный визит. Я была там вместе со вторым режиссером, который приехал в рамках этого проекта. И мы как раз попали на воскресную мессу, и мы слышали хор, который там пел в этот момент. Мы просто остановились и не могли двигаться, настолько мы были вдохновлены, настолько нам понравилось, и были потрясены звуками этой музыки. В общем, это был удивительный визит. Да, и, кажется, в парке она видела невест. И в парке, да, я, извините, не успела перевести, да, в парке было очень интересно, то есть вот это культурное общение, она посмотрела невесты, которые приходили на вечный огонь, несколько свадебных пар, им было все это интересно посмотреть. И, насколько я знаю, вот последний раз, когда мы виделись, вернее, первый раз, когда мы виделись, я отметила, что ваши здесь казахстанские друзья как бы посоветовали купить какие-то национальные украшения, какие-то шарфики и прочее. Я думаю, что это тоже вот для художника это интересно, да? And Lisa, we've heard that some of your local friends had recommended you to go to the craft store and to buy some crafts and jewelry. Can you say about that? Yes, I've been to a couple art boutiques, and I am very fond of a silk scarf I bought with felt. It means a lot to me to have something from this region.
And I've bought some local artists their artwork, and I can take that back now to the U.S. and share that with my family and friends and have it around me, and then I'm always remembering where I've spent such a wonderful time. Да, у меня была возможность зайти в пару художественных салонов, и я вот была в одном магазине, где Лиса купила шелковый волочный шарф, и говорит, мне так он нравится, то есть это у меня будет хорошая память об этом регионе. Кроме этого, я купила и себе сережки, и какие-то другие изделия, которые я могу подарить своим родственникам, своим друзьям и принести эту память о Казахстане. В Казахстане вы общались действительно очень много. Я знаю, что и вот здесь, в частности, в Алмате, появились ли какие-то творческие связи и, возможно, какие-то планы, связанные уже, может быть, с новыми фильмами здесь, с Казахстаном связанные? So you have been here just for a short time, but have you got any ideas or have you got any connections for your potential future projects? Well, I've heard some really wonderful stories. I heard one this morning about I think it was the town of Turkment that Zarash went into. I heard a story about these local young people who are Fulbright scholars. They studied in the U.S. And they opened an English school in their city, so the local people would not have to travel all the way to Shymkent. And it sounds really like a wonderful story that people, sometimes in Native American communities, a person will go to the city and come back, and they are looked down upon. They are called apple, which is white in the inside, red on the outside. They say that you came back, but now you're different. But here, people go away, and they come back to their local towns, and people accept them. They want them to come back and help them. And I think that's a wonderful story. I don't have any future plans to film in Kazakhstan, but there are many wonderful stories for other people to make documentaries from. Здесь, в Казахстане, я слышала очень много личных историй людей, которые достаточно интересны для того, чтобы делать фильмы документальные об этих историях. И то есть сегодня утром я разговаривала с одной из коллегой из генконсульства, и она рассказала историю мужчины, который ездил по стипендии Фулбрайт в США и приехал в свою деревню, это под Шымкентом, это городок Сайрам, это узбекское селение, и приехав туда, он решил сам создать школу английского языка для местных детей. И эта история мне очень понравилась, потому что вот то же самое происходит у американских индейцев, которые уезжают в города, получают образование, потом возвращаются в свои поселения, в свои резервации, хотят там что-то сделать, но при этом их называют там apple, яблоки. Ты белый внутри, то есть ты взял эту белую культуру, а красный снаружи, потому что считается краснокожие, да, индейцы. И вот их называют apple яблоками, а при этом то, что вот я слышала здесь в Казахстане, здесь это воспринимается хорошо, позитивно, и этого человека там приняли, и он продолжает эту свою деятельность, обучает детей этого села Сайрам английскому языку и дает им таким образом возможность в дальнейшем найти себе дорогу в будущем. Ну, я могу даже добавить от себя небольшую историю, связанную с американцем, который приехал как раз вот в один из аулов в Шымкентской области. Он не знал ни русского, ни казахского языка, приехал учить местных детей английскому языку, и пока жил там, он жил так же, как и все, тяжело, то есть он топил печь, жил в ауле. Он научил детей английскому языку, но при этом выучил блестящий казахский язык, настолько блестящий, что написал потом, создал словарь английско-казахский. И когда он приехал как-то в Алмату, он как бы редко сюда выезжал, он был возмущен, и возмущался он на таком исконном, таком хорошем казахском языке, ну почему никто мне не может по-казахски ответить? Потому что Алмата – это все-таки тут очень много, больше русского языка, чем казахского присутствует. Вот такая история была. Yes, and Ботагоз knows another story of an American who traveled to Shymkent and lived in one of the villages near Shymkent and worked with local kids there, was teaching them English and have been living there for several years and had learned Kazakh.
First when he had traveled to Kazakhstan, he didn't speak any Kazakh or Russian, but was learning English, was teaching English. And then he had learned Kazakh and learned it so well, so he could easily explain himself, speak very good Kazakh. And when he once traveled to Almaty, and he was not traveling to Almaty very often, so when he traveled to Almaty, he was trying to speak Kazakh, because he knew Kazakh, but not many people who could speak to him because it is a cosmopolitan city and more Russian-spoken city. So he was very disappointed and was trying to explain himself in a strong Kazakh language why they don't speak Kazakh. So he was acting like a local. He was acting like a local and was saying in a good local language. And was disappointed. Я хотела бы, Лиза, чтобы вы помогли мне небольшой такой стереотип об американцах, может быть, сломать, потому что вы действительно занимаетесь более интеллектуальным кино, потому что у многих казахстанцев создается впечатление, что Америка – это все-таки Голливуд, это красивое, дорогое кино, большие гонорары и так далее, и серьезные вещи, как бы социальные проблемы, которые вы поднимаете в своих фильмах, они не должны интересовать широкую публику, и, возможно, этим интересует какой-то узкий круг, такой элитный круг интеллигенции. Так ли это, или все-таки социальные проблемы волнуют все слои населения Америки? Lisa, I would like you to sort of break stereotypes about America. There are stereotypes that these Hollywood movies are expensive and showing the beautiful and expensive life of the United States, but some films which are about social issues, maybe not so popular. And so what you could say, if they are popular, if people are interested on social issues, and if there is interest in the documentary. I agree that Hollywood movies show very beautiful people living lavish lifestyles in big mansions, and they're jet setters. And plus there's so many action movies, and those types of movies they make money in other countries. And Hollywood is interested in making money. They're not all that interested in breaking stereotypes and social issues. There are some good Hollywood films that look back at the U.S. history, such as slavery or early politics or gay rights or voting for women, and they make fiction films out of those facts, and those are very good films. Those would be called docudramas. But where people will find social issue programs are really in documentaries, because documentaries are nonfiction. So Hollywood gives us a fantasy, mostly. Some of the films are good when they're about important issues, universal human behavior issues. But if we really want to find movies about social issues, then people seek out documentaries. Конечно, Голливуд, он нацелен на то, чтобы заработать деньги, и те фильмы, которые идут на международный рынок, и даже в самом США, это фильмы, которые показывают красивую жизнь, красивых людей, красивые формы, красивые дома, немножечко это все фантазия. И при этом, конечно, есть интерес в документальных сюжетах, и есть обращение, допустим, к социальным темам, таким как рабство или права женщин, права сексуальных меньшинств, или, опять-таки, какие-то исторические фильмы о ранних политиках США. Но при этом это, опять-таки, художественные фильмы, раскрывающие социальные какие-то проблемы, но это не документальные фильмы. Все-таки, да, очень много фантазии в голливудском кино. И все-таки немножко о том, кто все-таки смотрит документальное кино. And again, who is the audience for documentary films? The audience for documentary films tend to be people who want to learn something about the world around them, who want to know something about other cultures. They tend to be more curious,
more open-minded. Maybe more educational. More, yes. They tend to usually be above a high school level. Mm-hmm. Mm-hmm. And they tend to like nonfiction, like they would like nonfiction books rather than, you know, Harlequin romance or fiction books. I think those are the types of audience who likes documentaries. Конечно, документальным кино интересуются те люди, которые хотят задуматься, хотят узнать что-то новое о мире, хотят узнать о жизни за пределами, да, своего там сообщества, открыты для новых знаний, так называемые open-minded. Те, кто хотят познать новое. Ну, давайте прервемся на небольшой перерывчик и продолжим наш разговор. Глазами иностранца. Адрес медиапортала «Радио.» в сети интернет. www.radio.kz. «Радио. Держи формат шире. Глазами иностранца. Напомню, что в студии «Радио.» Лиза Олкен, американский режиссер-документалист, которая привезла в Казахстан фильм «Урбанизация» об индейцах, это коренные американцы. И мы сейчас говорили о том, что действительно аудитория документальных фильмов – это, как правило, люди, у которых есть желание что-то изменить, наверное, в этой жизни. Но я хотела бы напомнить, что у Лизы есть еженедельный цикл программ, посвященный культуре и искусству. Называется «Край искусства», и вот мне интересно, мне кажется, что это тоже что-то очень элитное, и вряд ли вот все-таки среднестатистический американец с интересом будет смотреть такие программы. Это все-таки, опять же, для людей более образованных, да? Lisa, the question is about your weekly newsletter, which you issue, and because it is about arts and culture, maybe it's also for an elite, for those who are interested in arts and those who are educated. It is a certain niche. I do. Right now, I'm writing a blog for the station. It's on the front page of our website at RockyMountainPBS.org. And then they're putting part of the blog on the arts and culture newsletter. But I wouldn't say that arts and culture is for elite. Really, anybody who likes art and culture likes creativity. They like to express themselves. They like to create. And I'm somebody who wants to make art more acceptable, more universal. And art is not a person in a tuxedo conducting a symphony. That's art. But art is also tattooing. It's also creating accessories and wall hangings and paintings, and it's more about creativity. So one of the things that we want to do is break that stereotype that arts and culture is for elite. Really, anybody who has any type of creative thinking can be an artist. Я считаю, что любой человек, который интересуется искусством или творчеством, он может быть заинтересован в том, что я делаю. Я пишу блог, и блог размещается на главной странице нашего веб-сайта, это rockymountainpbc.com. И я пишу еженедельно о любых вещах. Это может быть, то есть мы говорим о том, что искусство, да, это высокое искусство, когда, допустим, в смокинге дирижер дирижирует симфоническим оркестром, конечно, это высокое искусство, но я говорю о разных вещах. Это может быть татуировка, это может быть какое-то небольшое украшение, это какие-то аксессуары, которые люди делают. То есть это могут быть разные вещи, которые интересуют, в принципе, всех, и всех, кто вообще просто творческие, креативные люди. То есть это как раз-таки для достаточно широкого круга людей. А насколько вы оцениваете уровень креативности здесь, в Казахстане? Вы вообще заметили, что есть какой-то креатив, который отличает, допустим,
нашу страну от каких-то еще других стран. What do you think about the creativity here in Kazakhstan, and are there any differences about between creativity of people here in Kazakhstan and people of other countries? I am pleasantly surprised. I think that there is a lot of creativity here. Mm-hmm. I see it on the buildings, I see it in the metalwork, on the sidewalks. The cement is there's designs everywhere. There's designs in the billboard. It's very picturesque. It's graphic, it's colorful. There's a lot of shapes and sizes. I think it's very creative here. Я считаю, что здесь креативность и творчество проявлено во всем, что я вижу. Опять-таки, вот эти кованые изделия вокруг очень красивые. Цемент, который там имеет разные формы, то, что вот стелится на земле, очень интересно. Все имеет разные формы, разные виды, разные цвета, даже реклама на билбордах имеет свой дизайн. Как все выглядит, как декорированы здания. Все очень интересно. И очень мне понравилась обувь. Лиза вот сейчас пишет мне здесь на бумажке, потому что она это не сказала, но она пишет, да. Ей очень понравилась женская обувь. А что, разве у нас обувь какая-то не такая? Мы же ее покупаем как бы глобализации со всего мира. What's the difference in those boots you had seen here? Because we both buy them from the international market. What's the difference? Well, in Denver, it is an outdoor state, so people dress more casual. Mm-hmm. Here, everyone is wearing, not everyone, but many women are wearing 3 and 4 inch heels, spiky heels, and the boots are utterly amazing. They have straps and gold and color, and they're leopard, and they are... Each one is its own design. Each boot can be their own piece of artwork. And women express themselves in their clothes here. I've seen many savvy, handsome-looking men also wearing skinny jeans and scarves and leather jackets. And people are very, very good-looking here. They know how to dress. В Денвере, где Лиза живет, люди очень много времени проводят на воздухе, на природе и одеваются достаточно casual, то есть просто. А здесь я увидела очень много людей, которые уделяют внимание одежде, которые носят красивую обувь, и обувь меня просто потрясла и удивила, потому что женщины ходят на каблуках, высокий каблук, тонкий, и какие-то там леопардовые со стразами, лаковые, разных цветов. Я такого, в общем-то, не видела до этого. То есть люди пытаются выделиться и интересно одеться, и очень видела много интересных мужчин, которые одеты тоже достаточно интересно, узкие джинсы, кожаные жакеты, и очень много красивых лиц я видела здесь. И мне очень понравились, конечно, шарфы. Вот Лиза сейчас дополняет, да, меня, она говорит, мне, говорит, очень понравились различные шарфы. И как люди их одевают. То, что вот как раз и приобрели, вот эти войлочные, да, натуральные. Да, and you had bought one, yeah, this felt and silk. Yes, I've seen many more women here wear scarves around their neck and around their head and in their hair than back at the States. And it's really beautiful to see because it brings color to the outfit, and it's flowing, and it's silk, and it's felt and wool, and it's very beautiful. Да, и очень много я здесь видела женщин, которые одевают шарфы различные, шелковые, шелки войлок, просто шелковые интересные шарфы. Это придает много цвета, движения, и очень красиво смотрятся женщины в этих шарфах. Ну да, вы не первый человек в этой студии с Запада, который отмечает, что наши женщины очень много придают значения внешнему виду, но у нас есть такая тоже небольшая дискуссия о том, что слишком много, что, может быть, действительно тоже нужно быть иногда более простым, так сказать, более casual одежду носить. Yes, you are not the first one who came to the studio saying that people are dressed so well here, and sometimes we have local discussions that maybe it is too much, maybe people are overdressed, that maybe we shouldn't pay too much attention to the clothing and maybe to be more casual. Well, it depends how far you have to walk. That dictates a lot of what kind of shoes you want to wear. But I think a person should, if they want to dress up and look fantastic,
then they should have every right to express themselves that way. Ну, конечно, все зависит от того, насколько далеко вы должны пойти, насколько далеко вы идете на тех каблуках, которые на вас одеты. Но, в принципе, я считаю, у каждого или у каждой женщины есть свое право одеваться так, как она хочет, и самовыражаться таким образом, как она хочет. Лиза, мне очень приятно с вами общаться, и вот хочу задать уже последний вопрос о вашей программе, связанной с антиквариатом. Действительно, ну это, в принципе, она похожа, наверное, и на первую программу, связанную с искусством, все это завязано вместе. Но антиквариат, опять же, в моем понимании, это все-таки для ценителей, для определенных, потому что иногда простая вещь антикварная, она может стоить просто немыслимых денег. Alisa, I would like to learn more about your website or a program about antique work. And it is again, I think that it is again for exclusive pieces for those who have money. It is a certain product for certain people. That's an opinion that many people have, but I am from the opinion that that is not true. You don't have to have money to like art. You don't have to have money to express yourself and write poems and to take a little bit of paint that you buy in the store and paint. Antiques cost money, but we also have many things that we call collectibles, which are vintage, and vintage things can not cost very much money at all. I think it's a different mentality in the U.S. that art is more about creativity and creative expression than in the things that cost money: ballet, opera, orchestra. It could be inexpensive theater. It could be street theater. It could be the way you prepare your dishes. It could be artistic that way. So I think it's dangerous to think that only rich people can enjoy or have art. Anybody can have art and be artists. Да, есть такое мнение относительно антиквариата, что это только для богатых людей, но я все-таки так не считаю, и поэтому я как раз-таки пытаюсь сказать, что под искусством и творчеством я понимаю очень многие разные вещи. Это могут быть, Лиза сказала, перечислила, что, допустим, тот же самый балет, там, симфонический оркестр, вы идете, платите какую-то сумму, но можно и также наслаждаться искусством небольшие независимые театры или уличные театры. Самое главное ваше желание найти вот это творчество и увидеть прекрасное и просто быть рядом, да, самому быть креативным и быть рядом с искусством. Ну, я говорила именно об антикварных вещах, это связано не совсем как бы это искусство для всеобщего, да, то есть это не балет, на который приходит большая аудитория, а, ну, возможно, как раз вот все эти Сотбис и прочие места, где продаются какие-то предметы искусства, которые становятся просто бизнесом, по большому счету. Человек покупает этот предмет искусства не для того, чтобы даже любоваться, а для того, чтобы просто сделать такое капиталовложение. То есть связана ли ваша программа еще и с этим? Is your work connected to the that pieces of art which are like exhibited or sold on auctions like Sotheby's? And Is my work? Yeah, I mean the art pieces which you highlight in your program. Oh, are they sold on Sotheby's? Oh, Sotheby's? Sotheby's, right? Oh, no, yet. We profile artists that are doing a variety of work. They can be dancers; those are artists. They can be choreographers. People in theater, they can paint, draw, mix metals, they can make metal accessories. Most artists in the U.S. will sell on their website and then attempt to get into galleries. We have many galleries. We have gallery districts. We have art districts where there's just gallery after gallery after gallery, and people can
put their stuff in these buildings, in these area. It's everywhere. So Sotheby's is like that's so far above me. That's like New York art or Paris art, and that's very expensive ancient art. That's like Picasso. We don't profile people like Picasso. Okay. We profile profile people that you would know, local people. Нет, на нашем сайте мы, в общем-то, говорим о том искусстве, о тех людях, которые вокруг нас. Это могут быть танцоры, хореографы, представители театрального искусства, те, кто работают с ювелирными изделиями или просто собирают украшения. Мы работаем с галереями или с арт-центрами, и их много, то есть этих арт-центров в больших городах очень много, они идут одна за другой в определенном месте города, и многие художники могут быть там представлены, и это совершенно, конечно, не Сотбис, то есть это Сотбис – это высокий уровень, и там просто продается дорогое искусство, там на уровне Пикассо, это, в общем-то, больше к Нью-Йорку относится, а то, что Лиза делает, это немножко другое. Лиза, спасибо большое вам за участие. Вот последний совсем вопрос. Довольны ли вы результатами этого фестиваля и вообще вот вашим путешествием в нашу страну? The last question, are you satisfied with the festival and with your visit to Kazakhstan? I am overly satisfied with the festival and my visit to Kazakhstan. Most of all, I am so impressed by all of the students and American Corner young people and adults and teachers that I've been able to meet. There is such knowledge here, they're hungry for stories and storytelling, and I hope that the American Film Showcase has inspired people here to make their own stories. Мне очень понравился визит сюда, в Казахстан, и я довольна, конечно. И особенно это встречи в американских уголках. Вот я была в нескольких городах, и во многих из них есть американские уголки. Встречи с молодыми людьми там, со студентами, с их преподавателями. И тот факт, что их интересуют именно истории, и на самом деле у них есть у самих очень много историй, которые можно рассказать. Лиза, спасибо огромное. Нора, спасибо за помощь. Спасибо. Спасибо вам. С нами была Лиза Олкен, американский режиссер-документалист. Спасибо за внимание. Вы всегда можете прослушать записи передачи «Глазами иностранца» на www.radio.kz. Заходите чаще. С вами Ботагоз Сейдахметова. Глазами иностранца. Facebook, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Следуйте за радиоточкой в социальных сетях.